Всем добрый день! Вы на канале, где собираются самые красивые и легкие в исполнении узоры. Сегодня я хочу с вами связать очередную сеточку. Сеточка с 3D эффектом. Смотрится очень красиво. Давайте приступать. Итак, для того, чтобы связать этот узор, нам необходимо набрать на спицы количество петель кратное 4, плюс 2 петли для симметрии и 2 кромочные петли. Узор состоит из 4 рядов, но со смещением он составит 8. Первый ряд. Кромочную мы снимаем. Следующая петля у нас будет лицевой, она в раппорт не входит. Это петля симметрии. Далее начинаем вязать раппорт. Делаем накид. Провязываем 2 вместе лицевой за заднюю стеночку. Это у нас будет петля. 2 вместе с наклоном влево. Следующие 2 петли провязываются вместе за переднюю стеночку лицевой. Это у нас называется 2 вместе с наклоном вправо. Эта комбинация является раппортом первого ряда. Повторяем. Накид. 2 вместе лицевой за заднюю стеночку. 2 вместе лицевой за переднюю стеночку. И мы провязали второй раппорт. Повторяем еще раз. Накид. 2 вместе лицевой за заднюю стеночку. 2 вместе лицевой за переднюю стеночку. В конце мы делаем накид. Провязываем петлю симметрии лицевой и кромочную. Второй ряд, все изнаночные. Кромочную мы снимаем. Следующая петля у нас лицевая. Следующая петля у нас тоже лицевая, но мы будем ее провязывать через вот это отверстие. То есть мы вставляем спицу в это отверстие и провязываем одну лицевую петлю. Вот эту петлю мы переснимаем. Мы ее не провязываем, мы просто переснимаем. И следующая петля тоже лицевая. Раппорт третьего ряда. Повторяем. Одна лицевая через большое отверстие. Следующая петля у нас переснимается нить за работой. И следующая лицевая. Еще раз. Одна лицевая петля. Вторая лицевая петля провязывается через отверстие. Вот таким образом. Следующую мы переснимаем. И следующую мы провязываем обычной лицевой. Еще раз. Лицевая обычная. Лицевая через отверстие. Эту петлю мы переснимаем. И последнюю мы провязываем лицевой. В конце кромочная. Четвертый ряд, все петли изнаночные. Первый раппорт в высоту мы провязали. Сейчас будем вязать дальше в шахматном порядке. Пятый ряд. Кромочную мы снимаем. Следующие 2 петли мы должны провязать с наклоном влево. То есть 2 вместе лицевой за заднюю стеночку. Петельки смотрят влево. Следующие 2 петли нам нужно провязать тоже вместе, но с наклоном вправо. Для этого нам нужно подхватить снизу петли, развернуть их, вернуть обратно на спицу и провязать 2 вместе лицевой за переднюю стеночку. Следующая петля у нас накид. Это является раппортом 5-го ряда.
Сразу же, пока мы далеко не ушли, вы, наверное, зададите вопрос, почему мы не разворачивали петли в первом ряду. Потому что после набора петель, петли расположились именно в нужном нам направлении, и нам не пришлось их разворачивать. А далее, так как я вяжу бабушкиным способом, петли разворачиваются, и нам приходится эти петли, которые нам нужно провязать с наклоном вправо, развернуть. Поехали дальше. Следующие 2 петли мы провязываем также вместе лицевой, 2 вместе лицевой за заднюю стеночку с наклоном влево. Следующие 2 петли нам нужно провязать с наклоном вправо. Для этого мы задними стеночками переворачиваем петли вперед. Вот они теперь стоят так, как будто бы мы вязали их классическим способом. Вот они. И провязываем их за переднюю стеночку 2 вместе лицевой. Делаем накид. Это второй раппорт. Повторяем. 2 вместе лицевой за заднюю стеночку. Переворачиваем петли и провязываем 2 вместе лицевой за переднюю стеночку. Вот так. И делаем накид. И еще раз. 2 вместе лицевой за заднюю стеночку, 2 вместе лицевой за переднюю стеночку, предварительно развернув петли. Но в пятом ряду мы накид в конце ряда не делаем. Мы провязываем сразу кромочную. Следующий четный ряд опять все петли изнаночные. Седьмой ряд. Кромочную мы снимаем. Первая петля у нас лицевая, это петля симметрии. Далее начинается раппорт. Мы провязываем одну лицевую, еще одну лицевую, но через вот это отверстие. Вот так, мы уже так вязали. Следующую петлю мы просто переснимаем, и следующая у нас лицевая. Раппорт седьмого ряда. Повторяем. Одна лицевая обычная, одна лицевая через отверстие, следующую переснимаем и лицевая петля снова. Еще раз. Одна петля лицевая через отверстие, следующую мы переснимаем и следующую провязываем лицевой. В конце остается у нас одна петля симметрии, мы провязываем ее лицевой петлей и кромочная. Ну и заключительный 8 ряд, все петли изнаночные. Вот мы и довязали раппорт в высоту. Вот наш узор. Давайте просмотрим поподробнее образец побольше. Вот такой узор у нас должен получиться в итоге. Если кого-то заинтересует, чем я вязала низ изделия, оставлю наверху ссылочку, можете посмотреть. Вот такой узор у нас получился. Красивая, аккуратная изнаночная сторона.
Также я хочу вам показать, что я укрепила края изделия способом, который описан у меня на канале. Я точно также оставлю вам ссылочку, сможете посмотреть, каким способом. Я считаю, что это необходимая процедура для узоров в сеточку, потому что они рыхлые, они с отверстиями, с дырочками. И если укрепить краешек, мне кажется, от этого изделие только выиграет. Ну, выбирать вам, конечно. Я просто подаю вам идеи. Вот такой узор у нас получился. Надеюсь, он вам понравится и пригодится. Ну а на этом я мастер-класс заканчиваю. Если вам понравился узор, не забудьте поставить пальчик вверх. Подписывайтесь на канал, если он показался вам интересным. И нажмите на колокольчик, чтобы он оповестил вас о выходе новых видео. А я искренне вас благодарю за просмотренное видео и желаю вам всего самого доброго.